Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя тема нашего разговора – это чем летнее цветение отличается от зимнего. И сразу отвечу на еще один часто задаваемый вопрос – почему я сейчас срезаю все цветоносы у тех растений, которые я вам показываю пересадки. Кстати, этот вопрос о зимнем и летнем цветении был задан одним из моих спонсоров. Большое спасибо всем спонсорам, которые откликнулись на мое приветствие. И я обязательно на их вопросы постараюсь снять видео-ответы. Ну и теперь, чем же летнее цветение отличается от зимнего? Конечно, я вам сейчас не могу поставить цветы с летним цветением, с зимним цветением, но просто расскажу об одной своей орхидее, это фронтера. В этом году она удивила меня летним цветением, но удивила не в хорошую сторону, могу сказать, а как бы в плохую. Она у меня уже года 3-4, цвела всегда в зиму, и цветение было просто великолепное. Оно ничем не отличалось от магазинного цветения, всегда было такое яркое, красивое. Кстати, я вам сейчас фотографии ее просто покажу. И старого ее цветения, и этого летнего цветения. А летом я была просто удивлена. Это было что-то блеклое, розовое и непонятное для меня. Ну, в общем, вот такое получилось у нее летнее цветение. Смотрите на фотографии. Разница просто огромная. Но это может быть за счет того, что у нас все-таки летом очень жарко. И летнее наше цветение, оно приходится, ну как бы переход с весны на лето, а лето у нас начинается уже в апреле и в начале мая, и у нас становится очень жарко. И в этом году вы видели, что у меня все орхидеи зацветали практически в лето. Ну, так получилось с перестройками полок, с разными перестановками орхидей. Все цвели в лето. Да, я снимала вам обзор, было очень много цветущих орхидей, но для меня это цветение оказалось не очень интересным, потому что в лето, в жару, именно в жару, получилось, что на цветоносах 3, 4, 5 цветочков. И даже те орхидеи, которые у меня цвели в зиму 8, 10, 12 цветов, в этот раз процвели 3-4 цветочка. Это неинтересное цветение для меня. И те цветоносы, естественно, которые у меня выросли в лето, я их все срезала. Для того, чтобы получить именно зимнее цветение. Зимнее цветение, оно всегда более обильное и более красочное. Но это может относиться, скорее всего, к нашему южному региону. И с девочками, с которыми я общаюсь в архаманских группах, своих ростовских, они тоже все отмечали, ну такое вот какое-то непонятное было лето у нас, и получилось, что почти у всех летнее цветение было менее обильным, менее красочным и более скудным. Поэтому я решила все эти цветоносы летние срезать. Ну, то есть у своих растений я всех срезала, которые процвели. А магазинные срезала потому, что... Сейчас я вам покажу своего дикого кота. Я не захотела оставлять тоже цветоносы. Я захотела, чтобы они у меня уже процвели своим домашним цветением. И я вам показываю сейчас пересадки именно тех растений, которые я покупала летом. И отрезаю большие, огромные цветоносы. Ну вот смотрите, например, что сделал мой кот. Мы его с вами тоже, ну не буквально, ну еще, наверное, месяца не прошло, может уже прошел месяц, мы его пересадили. Все всегда волнуются за котов, потому что они какие-то капризные. Но не вижу я капризов теперь от своего кота. Причем говорить о том, что он продолжил быть водохлебом, я не могу сказать этого, потому что поливаю я его абсолютно так же, как все свои растения при просушке корней. Хотите, покажу корни. Вот они, корни у кота. Здесь растут корни. Вот они просыхают в горшке. Про конденсат я вам уже рассказывала, что на конденсат я не обращаю внимания и поливаю только тогда, когда вот до такого состояния просохнут все корни. Вот они, маленькие раскукленные корешки здесь. И у кота осталось 2 вот таких огромных цветоноса. И до сих пор еще он держит некоторые цветочки. Но смотрите, что же здесь
у кота на этих цветоносах. Вот из каждой почки он выпускал веточку. Здесь, 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 здесь была ветка. То есть у него не осталось цветовых почек на цветоносе. И зачем же я буду оставлять эти цветоносы, когда из них уже ничего больше не получится? То есть смысла вот в таких цветоносах нет. Но я оставила эти цветоносы, когда пересаживала, потому что он все-таки держит цветочки, жалко было. Но теперь я срежу даже цветущие цветоносы. И почему? Сейчас вам покажу, что же сделал мой кот за этот месяц. Вот он, маленький цветоносик, который кот выпустил, даже при том, что он еще доцветает. Но я опять же хочу получить от него хорошее цветение, поэтому эти цветоносы я сейчас срежу. Не ругайте меня, что я срезаю цветоносы. Но я их срежу, поставлю их в водичку, пусть они еще меня порадуют цветением. Кстати, в воде цветоносы тоже долго стоят. Так. Сейчас покажу, как я это делаю. Тут есть корешок еще. Чтобы корешок не задеть, нужно аккуратно это сделать. Вот такие цветоносы я срезаю у кота. И так как он уже дал следующий цветонос, лучше мы посмотрим его уже домашнее цветение. Обязательно срезы обрабатываем. Ну и как вы видите, котик себя прекрасно чувствует. Вот у него воздушные корни. Ну и новый цветонос. Так, эти цветоносы я обрезаю. Так, давайте уберем уже кота, потом уберу у него держатель. Эти цветоносы я обрезаю наискосок. Можно обрезать секатором, можно обрезать ножом. И ставлю в теплую водичку. Пусть еще порадует меня цветочками. Обычно, вот это тоже цветок. Он и отцветает, уже можно его убрать. Можно обрезать ножом, можно обрезать секатором. Я думаю, что цветочки он еще подержит. Обычно, в таком состоянии может недельки 2 подержать цветы. Друзья мои, закончила снимать видео, попрощалась с вами, начала расставлять цветы по местам. Вытащила у своего кота вот эти палочки-держатели и обомлела. Я-то вам рассказывала про один цветонос и даже не заметила, что у кота с другой стороны полез уже второй цветонос. Вот он, маленький, наметился второй цветоносик. Так что обрезала я как раз его старые цветоносы, 2 обрезала, 2 кот решил уже цветоноса вырастить мне новых. Так что будем ждать красивого цветения. Пришлось вставить кусочек видео. Теперь, почему я обрезаю цветоносы всегда у мини-орхидей? Но если мини-орхидея цветет и захочет еще продолжить свое цветение и выпускать вот так бутончики, она выпускает. А когда она заканчивает цветение, то есть больше бутончиков нет, но ждать того, чтобы она тут пробудила почку, честно говоря, бессмысленно. Обычно они очень редко пробуждают почки. Или они сразу это делают, при том, когда набирают свои бутоны, или потом этого не дождешься. Но когда срезаешь цветонос, она очень быстро, месяц-полтора, и она дает следующий цветонос. Поэтому у мини-орхидеи я практически всегда срезаю цветоносы. А ждать, что она там заберет какую-то нужные ей полезные вещества, проще ее подкормить. Или азотом, или монофосфатом. В зависимости от того, в какой стадии находится орхидея. То ли в стадии роста, то ли уже в стадии готовящейся к цветению.
Вот смотрите, вот это Манхэттен. Это цветочки я покупала где-то в районе 8 марта. Не срезала цветонос. Кстати, у меня есть видео, когда я говорю, что не срезайте цветоносы. Когда заканчивают орхидеи цвести весной или летом, я цветоносы не срезаю. Потому что буквально через 2 недели они могут распустить вот эти вот, пробудить эти почки и процвести еще. Ну вот эту я просто забыла срезать, этот цветонос. Да и как-то далеко она у меня где-то стояла там на полке. Я ее не видела. Очень часто. Поэтому здесь остался цветонос с 8 марта, и он пробудил сразу 2 почки. Вполне возможно, что эта орхидея еще даст свой собственный цветонос, уже домашнего цветения. Но раз пробудил почки, обрезать я, конечно, его не буду. Здесь, покажу вам потом, может быть 2, 3, 4 цветочка, не знаю, сколько получится. И вполне возможно, что вот эту он наберет, цветоносик, наберет бутончики, а вот это может и не набрать бутоны. По-разному бывает. Орхидеи сами решают, что им делать. Поэтому, если у кого-то, например, на цветоносе пробудились почки, а еще он дал, у меня нет сейчас такого растения, чтобы вам показать, а еще дал свой цветонос, но не обрезайте ни то, ни другое. Орхидея решила, что она сможет и эти бутончики дорастить и раскрыть цветочки, и новый цветонос, значит, у нее есть силы. И в это время ей можно помочь. Ее в это время можно подкормить. Я вам показывала это удобрение монофосфат калия. Желательно, чтобы удобрение было, когда уже почки пробудившиеся, было без азота. А монофосфат им вполне подходит. Что я вам еще хотела сегодня показать. Да, вот еще у меня есть такая орхидейка, которая, точно так же я цветонос не срезала. Все то же самое. Это у нас Summer Love. Вот она тоже из почки тянет цветонос. Пусть тянет. Посмотрим, что получится в зиму из такого цветения. Сколько здесь будет бутончиков, сколько будет цветочков, как она процветет. И вполне возможно, что тоже даст. Пока не вижу нового цветоноса, но вполне возможно, он и будет. За этим мы наблюдаем. А то, что касается Арксрея, вот как раз мне все писали, вы пересадили Арксрей, вы отрезали такие огромные у него цветоносы оставшиеся. И знаете, что Арксрей сделал через месяц после пересадки? Давайте покажу. Вот он. Вот он, новый цветонос. Ждем домашнего цветения. Посмотрим, насколько это будет красиво. И какие будут цветы. Он раскукливает, даже не раскукливает, он где-то из середины корня растит новые молодые корешки, пробуждает прямо на кончиках корней корни. Вот еще кончик корня растет. Тут еще внутри где-то есть. В общем, он растит и корни, и растит новый цветонос. Так что можно срезать цветоносы, можно не срезать цветоносы, как вам больше нравится. Я в этом году сделала вот так. Хочу, чтобы было зимнее домашнее цветение. Еще покажу вам одну орхидею. Я вам ее показывала, но всего один раз. Вот удивительная орхидея. Просто хочется показать ее. Как пример. Цветение, которое никак не заканчивается. По-моему, летом в обзорах я вам говорила, что я-то думала, что она заканчивает свое цветение, а нет, опять новый цветонос. Но это не новый цветонос. Я ее покупала в прошлом году в августе. Вот в таком же точно состоянии. Пересадить я ее уже, конечно, пересадила в керамзит. Но она как цвела, так и продолжает цвести. И посмотрите, сколько она цветов и бутонов выпустила в этот раз. То есть она, вот этот цветонос, вот он, загибается вот так и сюда приходит. В этот раз она решила отличиться.
она 3 цветка уже открыла, и еще есть бутоны. Вот они. То есть какая-то просто обворожительная цветунья. Причем в зиму она открыла цветы более яркие, чем они были летом. Но она еще очень хитрая. Она выпускает этот цветонос, выпускает, но летом было по 3 цветочка, а сейчас смотрите сколько. Выпускает, и только начинает первый цветок открывать, все старые цветы она моментально сбрасывает. Но цветет уже больше года. Вот такая цветунья-красотунья. Так что решайте сами, отрезать вам цветоносы или не отрезать. Хотите вы домашнее цветение? Или вы хотите, чтобы процвела орхидея со старого цветоноса? Но я думаю, что в любом случае ваши орхидеи вас порадуют своим цветением. Или со старых цветоносов, или с новых цветоносов. Если хотите узнать продолжение истории о моих орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И вам будут обязательно приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья!